Всем привет! Это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, реальные обзоры и тесты. Ну и, как вы, наверное, поняли уже из названия видео, у нас тут моющие пылесосы, вертикальные и беспроводные. Это такой модный, растущий сейчас сегмент. Маркетологи прямо пытаются создать из него такой краш. Такой предмет обожания и вожделения. Обязательно нужен такой пылесос дома, и все тут. Ну, вот мы в этом тесте посмотрим, на что они способны, и заодно разберемся, какой из четверки станет лучшим. Знакомимся. Полное название моделей в титрах и в подписи к видео. Там же ссылки на всех. Начнем с вашего любимца Xiaomi. Просили Xiaomi в комментариях, вот вам и получаете. Кстати, есть мнение, что техника Xiaomi, она такая недорогая зачастую. Вот тут я бы так не сказал. Отмечу, что все цены актуальны на момент публикации видео. Еще один известный на российском рынке бренд Bissell. В сегменте моющих пылесосов ребята, позиционируют себя супер крутыми. И ценник соответствующий. Хотя, например, в одном из наших предыдущих тестов, ссылка на него сейчас выплыла сверху и будет в подписи к видео, модель Bissell, средней себя показала, но там была другая и еще дороже. А вот дальше участники, о существовании которых я, честно говоря, узнал недавно. И это как раз показатель того, что сегмент вертикальных моющих пылесосов развивается и ширится. Atwell F16. Посмотрим, какой он истребитель грязи. И еще один участник, вертикальный и моющий пылесос Konga Popstar. Кстати, если говорить о дизайне, то выглядит он, пожалуй, лучше остальных участников, на мой взгляд. Действительно, своего рода поп-звезда среди них. Но дизайн — это история субъективная. Мне нравится одно, а вам другое. Пишите свое мнение о пылесосах в комментарии. За дизайн я баллы не даю, а вот за остальные параметры давать буду. Так, в процессе тестирования и попробуем выявить победителя. Коротко об устройстве вертикальных моющих пылесосов. Оно в целом одинаковое у всех представленных моделей. Чистая вода из отдельного контейнера поступает к валику внизу. Он смачивается ей, вращается, одновременно и мусор собирает, и пол протирает. И сразу же влага, чтобы не остаться на полу, всасывается в пылесос вместе с мусором и попадает в контейнер для грязной воды. Дополнительно воздух перед тем, как покинуть пылесос, скажем так, еще проходит через фильтр на выходе. Пылесосы беспроводные и аккумуляторные. Управление обычно на ручке. Здесь, как правило, переключатель уровня мощности и кнопка подачи воды. Объясню, как будет строиться видео. На первом этапе будет своего рода обзор. Пройдемся по важным характеристикам моделей, время работы, вес и так далее. Смотрите и увидите. Отдельным сегментом будет уборка. На разных покрытиях мы их проверим. Плюс во время уборки выясним, что с маневренностью, с эргономикой ручки, удобно ли держать, управлять. В конце включим у всех самоочистку. И в финале, исходя из впечатлений, которые останутся от этих пылесосов и из набранных ими в процессе баллов, посмотрим, есть ли у нас победитель. Поехали! Начнем с одного из важнейших элементов конструкции для таких пылесосов – с насадки валика. Смотрите, у Bissell и Atwell эти насадки более универсальные, потому что есть мягкая вот эта часть и вставки с жесткой щетиной. Иногда это может помочь, какие-то загрязнения с пола удалить, оттереть. Плюс позволяет лучше работать с разными покрытиями. Конечно, на ковры с высоким ворсом ни один из этих пылесосов не рассчитан. Больше они для твердого пола, но если все же нужно пропылесосить покрытие с невысоким ворсом, тут как раз универсальность может пригодиться. У Xiaomi и Konga валики попроще. У Xiaomi он вообще однородный,
А у Конга тут попытались что-то сделать, но разница в материале явно не очень велика. Возможно, эти черные вставки чуть более плотные и они помогут где-то, конечно, но тут уж как пойдет. Так что после первого раунда, а это уже был он, у нас по 1 баллу получают Atwell и Bissell. Полбалла дам нашему Popstar. А вот Xiaomi оставляем пока ни с чем. Следующий важный момент – емкость аккумулятора, время работы. Надо, чтобы пылесос, не 5 минут же работал, да, чтобы убрать от одного заряда приемлемую площадь. Производители, как правило, обозначают максимальное время работы на минимальной мощности. Мы тоже возьмем его за основу. В принципе, для моющего пылесоса вот такого формата даже первого уровня мощности обычно вполне хватает для уборки большинства загрязнений. У Bissell время работы на минимальной мощности до 25 минут. 31 минута у Atwell и до 35 у Konga Popstar. У Xiaomi 36. Сделаем так. Дадим по баллу всем тем, кто добрался до рубежа 30 минут, и 1,5 Xiaomi за лучший результат. Таким образом, Bissell пролетает, и промежуточные итоги такие. Atwell 2 балла, Popstar и Xiaomi 1,5. У Bissell остается 1. И еще момент, у Atwell и Konga аккумулятор легко снимается, то есть, когда он свое отработает, его можно будет легко поменять. У остальных, вот у этих, ничего не снимается. Во всяком случае, у меня вот так просто снять ничего не получилось. Я считаю, что это важный момент, за который можно дать даже по баллу еще. Их получают Atwell и Konga, так что теперь у первого 3 балла, у второго 2,5. У Xiaomi и Bissell изменений нет. Теперь вес. Самый легкий здесь Konga Popstar, меньше 3,5 килограмма. Следующий Atwell, и он уже сразу почти на килограмм тяжелее. В хвосте плетутся Xiaomi и Bissell. 4 килограмма 800 граммов первый и 4 900 второй. Ужас. А теперь еще добавьте воду. Производители же дают сухой вес. У Konga объем контейнера для чистой воды 400 мл, у Atwell 600, а у Xiaomi и Bissell аж по 900 мл. В итоге с двумя последними будет явно сложнее. Но большой объем контейнера для чистой воды – это же, с другой стороны, хорошо. Реже доливать нужно, большую площадь за раз можно обработать. Я вот сначала хотел просто дать балл пылесосу Konga, а остальных оставить без ничего за их вес. Но, пожалуй, сниму у Konga полбалла за небольшой объем контейнера. И после этого раунда, где у нас объединились вес с объемами контейнеров для чистой воды, у Atwell 3 балла, показатель не изменился, Konga теперь тоже 3, у Xiaomi и Bissell без изменений. Далее я еще решил посмотреть, что с фильтрами. И смотрим. У всех пылесосов на выходе стоят небольшие, но все же фильтры, созданные по HEPA-технологии. Это, как правило, обеспечивает достаточно качественную очистку воздуха. Кроме того, у них же там еще своего рода аквафильтры, да? У всех, кроме одного, кроме Konga. У него плотненький, но поролон. Всем даем по баллу, а ему нет. Итого Atwell 4, Konga 3, Xiaomi 2,5 балла и 2 Bissell. Убираем. Сначала парочка ковровых покрытий. Мы взяли одно покрытие почти совсем без ворса, если так можно сказать. По сути, это почти твердый пол, но немного не до конца он. Мусор для всех одинаковый. Шерсть, овсяные хлопья, обрывки бумаги. И реально не было проблем ни у кого. Все модели в целом с уборкой этого покрытия справились. Есть вопросы к маневренности и алгоритму движения, скажем так, отдельных моделей, но об этом позже. Именно за уборку сейчас все получают по 1 баллу. 5 у Atwell, 4 у Konga, 3,5 у Xiaomi и Bissell 3. Далее ковер посерьезнее, с более выраженным ворсом. На нем мы тестируем Atwell, потому что у него есть отдельная щетка для таких ковров. Она похожа на обычный валик турбощетки классического пылесоса, однако щетина, на мой взгляд, мягковата. Но в целом он неплохо справился с этой уборкой. На всякий случай, для чистоты эксперимента мы попробовали на этом ковре и других участников. У них доп. Щетки нет.
Сказать, что они были совсем беспомощны, ну нет, что-то даже убирали, но все же работали они с этим покрытием не столь уверенно, как все вместе с предыдущим. Так что даем еще полбалла за эту универсальность пылесосу Atwell. У него в итоге 5,5, а остальные без изменений. При уборке ковров мы их не мочили, уборка была сухой. Далее, на мой взгляд, самое интересное – влажная уборка. Смотрим, как пылесосы убирают с пола жидкость. Разлили молоко. И вот тут видно, что созданы они в большей степени именно для уборки твердого пола. На нем они явно в своей стихии. Собственно, и со сбором молока с пола никаких проблем не возникло ни у кого. Поэтому мы добавили другой мусор – наполнитель для кошачьего туалета. Ну вот рассыпался, предположим. Это, между прочим, мусор, не самый простой. Гранулы легкие и любят разлетаться в разные стороны. Однако, если подходить к уборке с умом, делать все не торопясь, аккуратно, то даже с таким неподатливым мусором справитесь. Причем, имея в распоряжении любой из этих пылесосов. Реально, я даже немного расстроился, что не получится кому-нибудь не дать за уборку твердого пола баллы. Всем сестрам по одному. От сердца отрываю. Промежуточно Atwell 6,5, Konga 5, Xiaomi 4,5 и Bissell 4. Прежде чем начнем проверять самоочистку, поделюсь еще впечатлениями от маневренности и эргономики ручки, от управления. Сразу скажу, вот такие пылесосы, они по умолчанию менее маневренные, чем обычные вертикальные беспроводные, которые не моющие без воды. Из-за особенностей конструкции, в том числе как раз из-за воды, из-за водного контура внутри, из-за двух баков, это нужно учитывать. Лично для меня самым удобным стал Konga. Думаю, это благодаря его самому малому из всех весу. Не то чтобы он показывал какие-то чудеса маневренности, но с ним было максимально удобно, если сравнивать с остальными. На втором месте такой же не огромный Atwell. Все достаточно удобно и логично. А вот Bissell и Xiaomi не понравились. Неповоротливый, а Xiaomi, будучи достаточно тяжелым, еще и увлекает пользователей за собой, тянет. С одной стороны, это вроде бы должно помогать уборке, делать ее легче, меньше же сил затрачивается на передвижение пылесоса. Но с другой, есть ощущение более слабого контроля за более тяжелым пылесосом. В общем, на любителя. Даю по баллу за маневренность всем, кроме Xiaomi. Ему полбалла. Ну и у нас в нижней части таблицы равновесие между Bissell и Xiaomi. По управлению у Atwell, Konga и Bissell классические ручки с кнопками изменения уровня мощности под пальцами, а снизу контроллер подачи воды. Нажимаешь, и она смачивает валик. У Xiaomi ручку зачем-то сделали больше. Держать за нее убегающий от тебя время уборки пылесос не очень-то и удобно. К тому же здесь зачем-то реализован так называемый авторежим, когда устройство само контролирует силу всасывания в зависимости от загрязненности пола. При этом то, что он активен, обозначается символом на дисплее, что тоже не очень удобно. Не у всех хорошее зрение, чтобы различить мелкие вот эти пиктограммы. Второй режим – максимальная мощность для сбора жидкости с пола. Простого ручного выбора мощности, уровень 1 или 2, тут не предусмотрели. Все это выглядит, таким излишне мудреным. Или не выглядит? Напишите в комментариях. А мне управление Xiaomi, не нравится. Всем по баллу, а Xiaomi нет. В итоге Atwell 8,5, Konga 7, Bissell обходит Xiaomi 6 и у Xiaomi остается пока 5. Ну и автоочистка. Она есть у всех пылесосов. Очищается основной валик и водный контур. Для этого пылесосы нужно поместить на базу, опустошить контейнер для грязной воды, если он заполнен, налить чистой в соответствующий контейнер и запустить процесс. В целом, после наших загрязнений автоочистка хорошо сработала у всех пылесосов. Но тут стоит понимать, что если загрязнения будут более масштабными и сложными,
то, возможно, придется все же помогать пылесосу вручную. И это не очень приятная история. Плюс в любом случае нужно очищать контейнер для грязной воды самостоятельно после каждой уборки. Но в данном случае за качество работы автоочистки даем по баллу всем. И это в целом и есть финальный результат нашего теста. Atwell 9,5 балла, Konga 8, Bissell 7 и Xiaomi 6. Победил скромняга Atwell. Ну, правда, в смысле дизайна, например, он, такой, явно без претензий. Зато оказался весьма неплох в использовании. Удобен, максимально универсален благодаря дополнительной щетке для ковров. Справился с уборкой всех предложенных покрытий. При этом он далеко не самый дорогой из участников, а это важно. Мне немного обидно, если честно, за моего фаворита Konga PopStar. Убирает он не хуже Atwell, но не такой универсальный и фильтр на выходе попроще. По сути, это все его минусы, из-за которых он остался вторым. Кому-то не понравится еще отсутствие дисплея, наверное. Зато он хорошо убирает, самый легкий из всех и наиболее маневренный, на мой взгляд. Аутсайдеры этого теста Bissell и Xiaomi. Прежде всего, не понравились своей некоторой такой неповоротливостью. Впрочем, уступают они двум другим участникам и в некоторых других моментах. Навигация по видео есть в первом закрепленном комментарии. Всегда можно вернуться к тому или иному этапу теста. Знаю, что не все согласятся с нашими итогами и выводами. Это вполне окей. Пишите свое мнение в комментариях. Если это конструктив, мы всегда принимаем во внимание ваши замечания для будущих видео. В любом случае, мне было интересно. Надеюсь, вам тоже. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию. Мы просто рассказываем о том, как она реально работает. Качественных вам моющих пылесосов и до новых обзоров и тестов.